Здравствуйте, друзья! Я Алена Чародея. Вы на моем канале Влог современной ведуньи. Я веду вас в мир лекарственных целебных трав. Я просто иду по улице и встречаюсь с этими травами и знакомлю вас с ними. Здесь меня остановил вот такой роскошный, большой вот какой-то цветок, прям золотой. Одно из его названий такое и есть – златоцвет. На что он еще похож? На свечу. Еще одно название – королевская свеча. А еще он выше многих растений. Тут все растения ниже, прямо у его ног. Поэтому его называют атаман среди растений. Растение атаман. Еще очень удивительное название – медвежье ушко. Почему медвежье ушко? Может быть, цветочки похожи на уши медведя. Они такие маленькие, лохматые, кругленькие. И, кстати, есть на Винничине, под самой Винницей, село Медвежье ушко, потому что там много растет вот этого растения. То есть оно дало название целому населенному пункту. А вообще-то его самое популярное название – это коровяк. Так знают его в народе. В украинском языке его называют дивина, скипетровидно, потому что скипетр большой. Растение имеет много названий, а также имеет много полезных свойств. Прежде всего, коровяк употребляют для заживления ран, царапин, порезов и даже гнойников, которые вот бывают гнойные прыщи, какие-то фурункулы. Для этого применяют настойки коровяка. А еще это прекрасное средство для дыхательных путей, для воспаления. Когда есть воспаление дыхательных путей, коровяк просто незаменим. При кашле, бронхитах лечебным свойством обладают цветки коровяка. Интересно, что цветок живет ровно один день, потом он падает. Видите, вот на листике. И поэтому собирать его можно каждый день приходить и собирать, потому что один упал, а следующий завтра вырастет. И так в течение 2 месяцев летом он все расцветает и расцветает. Собирать нужно особым способом. Просто вынуть из коробочки только цветок. Коробочка остается на месте, в которой держится цветок, потому что, внимание, семена коровяка ядовиты. Семена мы не собираем. Ну, насобирал много вот таких цветочков. Вырываются они очень легко. Мы их сушим и складываем в банку. Хранить цветы коровяка нужно в стеклянной банке для того, чтобы они не впитывали в себя влагу. И когда они сухие, их можно растереть в порошок. Этот порошок принимается для заживления ран. Эти цветочки, когда высохнут, можно растереть полностью как пыль. И этой пылью такой желтенькой посыпать раны. Сразу же уйдет боль. Рана очень быстро заживет. Следующее, что мы можем сделать, при кашле помочь себе. Берем эти сухие цветочки, заливаем молоком, 2 столовых ложки цветков, 1,5 стакана молока. Кипятим минут 5, настаиваем полчаса, окутав это в полотенце. И потом золотистую на молоке сваренную настоечку мы пьем с медом. Это вкусно, это приятно, и это очень быстро поможет вам освободиться от кашля, снять воспаление в дыхательных путях. Коровяк – прекрасное свойство при ушибах. Вот, например, если где-то вы только что ударились, и под рукой есть коровяк, быстро мы собираем и прикладываем сырые вот эти цветочки к этому месту ушиба. Не будет синяка, быстро пройдет ушиб. Ну, а если у вас в банке есть эти сухие цветы, вы берете, заливаете водичкой немножко, чтобы они были влажные, увлажнились, и эту кашицу влажную можно прикладывать к месту ушиба. Вы поможете своему ушибу быстро уйти из тела и остаться без синяков. Друзья, наши помощники всегда рядом. Стоит только остановиться на миг, посмотреть вокруг себя, и вы узнаете очень много интересного, когда подпишетесь на мой канал.
потому что я знакомлю вас с чудесами, которые всегда рядом. По мне ползают муравьи. Я стою на муравейнике.